100 лет назад ученые думали, что это просто еще один огромный хищный динозавр. Гигантский убийца, который ходил на двух мощных ногах, преследовал добычу на суше и, возможно, мог соперничать даже с тираннозавром. Сегодня его называют первым известным динозавром, приспособленным к жизни в воде. Но есть одна проблема. Каждые несколько лет спинозавр буквально меняет форму тела. Когда-то его изображали как тяжелого двуногого хищника. Потом ему добавили длинную крокодилью морду, затем укоротили задние ноги, увеличили хвост и превратили почти в водное животное. И каждый раз ученые заявляли, что теперь его внешний вид наконец восстановлен правильно. Но почему реконструкции постоянно меняются? Действительно ли спинозавр умел хорошо плавать? Охотился ли он на рыбу под водой? И могли ли ученые ошибаться все это время? Так кем же был самый странный динозавр в истории Земли? Часть первая. Почему спинозавр самый загадочный динозавр? История спинозавра началась в 1912 году в Египте. Именно тогда были найдены необычные ископаемые кости, не похожие на останки других известных хищных динозавров. Изучением находки занялся немецкий палеонтолог Эрнст Штромер. Его внимание сразу привлекли огромные вытянутые отростки позвонков. При жизни животного они поддерживали высокий спинной парус, который дал динозавру его название – спинозавр, то есть шипастый ящер. Штромер описал новый вид и предположил, что перед ним один из крупнейших хищников своего времени. Но найденный скелет был далеко не полным. Ученым достались отдельные части позвоночника, элементы челюсти, зубы и некоторые другие кости. Этого было недостаточно, чтобы точно восстановить все животное. Тем не менее, первая реконструкция появилась. Спинозавра представили в виде обычного крупного теропода, примерно как тираннозавра, только с огромным парусом на спине. Но затем произошло событие, которое превратило спинозавра в настоящую палеонтологическую загадку. Во время Второй мировой войны оригинальные кости хранились в Мюнхене. В 1944 году здание музея было разрушено во время воздушного налета. Вместе с ним исчез и единственный известный на тот момент скелет спинозавра. От находки остались только рисунки, фотографии, измерения и описание Штромера. Главное доказательство существования этого необычного животного было потеряно. На протяжении десятилетий ученые были вынуждены буквально угадывать, как выглядел спинозавр, опираясь на старые записи и редкие отдельные кости. Но настоящие сюрпризы начались спустя почти 100 лет. Часть вторая. Почему ученые постоянно меняют облик? Первые изображения показывали спинозавра как классического двуногого хищника. У него было мощное тело, крупные задние ноги, сравнительно короткая голова и высокий парус. Затем были найдены новые части черепа. Оказалось, что морда спинозавра была не высокой и массивной, как у тираннозавра, а длинной и узкой. Она напоминала морду крокодила. Реконструкцию пришлось изменить. Позже появились новые находки, которые показали, что задние конечности спинозавра могли быть намного короче, чем считалось ранее. Его тело стало выглядеть непривычно вытянутым, а центр тяжести сместился вперед. Некоторые художники начали изображать его почти четвероногим. Затем ученые обратили внимание на строение его челюстей, зубов и костей. Все больше признаков указывало на связь с водой. Спинозавр стал превращаться из обычного наземного хищника в полуводного охотника, напоминающего гигантского крокодила. Но самым неожиданным открытием стал хвост. Новые окаменелости показали, что он был высоким, гибким и сжатым с боков. Он мог работать как огромный веслообразный плавник. После этого
В реконструкциях появился почти полностью водный гигант, который преследовал добычу, двигая хвостом из стороны в сторону. Почему же внешний вид меняется так часто? Потому что палеонтологи восстанавливают вымерших животных из ограниченного количества фрагментов. Каждая новая кость может изменить пропорции всего тела. Кроме того, ученые используют компьютерные модели, проверяют распределение массы, сравнивают кости с костями современных крокодилов, птиц, пингвинов и других животных. Иногда старые находки переосмысливаются. Кость, которую десятилетиями считали частью одного животного, может оказаться принадлежащей другой особи или даже другому виду. Именно поэтому ни один другой крупный динозавр не менялся в глазах науки настолько сильно. Часть 3. Плавал ли спинозавр? Именно здесь начинается самый жаркий научный спор. Сторонники водного образа жизни приводят несколько серьезных аргументов. Во-первых, некоторые кости спинозавра были необычно плотными. У современных животных плотный скелет помогает уменьшать плавучесть и легче погружаться под воду. Во-вторых, его хвост действительно выглядел подходящим для движения в воде. Высокие отростки позвонков создавали широкую поверхность, которая могла отталкивать воду. В-третьих, длинная узкая морда и конические зубы напоминают строение челюстей животных, питающихся рыбой. Ноздри находились дальше от кончика морды, чем у большинства наземных хищных динозавров. Это могло позволять спинозавру держать переднюю часть челюсти в воде и при этом продолжать дышать. Все это создает впечатляющий образ. Гигантский динозавр медленно погружается в реку, начинает работать огромным хвостом и исчезает под мутной водой в поисках пищи. Но есть проблема. Другие исследователи считают, что спинозавр был недостаточно приспособлен для активного подводного плавания. Его тело могло быть нестабильным. Высокий парус создавал сопротивление в воде. Конечности не выглядели настолько специализированными, как ласты настоящих морских животных. Положение центра тяжести также вызывает вопросы. Чтобы преследовать рыбу под водой, животному необходимо точно контролировать глубину, направление и положение тела. Возможно, спинозавру было трудно делать это достаточно эффективно. Поэтому часть ученых предполагает, что он проводил много времени возле воды, но не был быстрым подводным охотником. Возможно, спинозавр вообще не плавал так, как его часто показывают в документальных фильмах. Часть 4. Как он охотился? Но если спинозавр не преследовал рыбу под водой, как же он ее ловил? Первая версия предполагает, что он стоял на мелководье почти как гигантская цапля. Животное могло медленно двигаться вдоль берега, опускать морду к поверхности воды и резким движением хватать проплывающую добычу. Согласно второй версии, спинозавр заходил в воду подобно современному медведю. Он мог перемещаться по мелким участкам реки и хватать крупных рыб челюстями или передними конечностями. Третья версия объединяет оба варианта. Возможно, динозавр умел плавать, но не проводил под водой все время. Он мог переплывать каналы, двигаться вдоль берега и ненадолго погружаться, не превращаясь при этом в настоящего морского преследователя. Его зубы отлично подходили для удержания скользкой добычи. Они были длинными, коническими и почти не имели режущих краев. Такими зубами удобно хватать рыбу, но трудно дробить крупные кости, как это делал тираннозавр. На морде могли располагаться чувствительные структуры, помогавшие замечать движение в воде. Скорее всего, крупная рыба действительно составляла важную часть рациона спинозавра. Однако он вряд ли отказывался от других возможностей. При случае этот гигант мог питаться падалью или нападать на животных, находившихся возле воды. Часть 5. Почему вокруг него столько споров? Причина споров довольно проста.
У нас слишком мало костей. Полного скелета спинозавра до сих пор не существует. Ученые собирают его образ из фрагментов, найденных в разных местах и в разное время. Некоторые кости принадлежат молодым животным, другие – взрослым. Части скелета могут происходить от особей разных размеров. Возможно, отдельные находки относятся даже к разным видам спинозаврид. Из-за этого создать единую точную модель невероятно сложно. Современные методы тоже не всегда дают одинаковые результаты. Компьютерное моделирование может показывать одно, исследование плотности костей другое, а биомеханические эксперименты третье. Каждая находка способна изменить привычную картину. Возможно, через 5 лет спинозавр снова будет выглядеть иначе. И это не означает, что палеонтологи постоянно ошибаются. Наоборот, именно так и работает наука. Новые доказательства заставляют отказываться от старых представлений и создавать более точные модели. Финал. Так был ли спинозавр первым по-настоящему плавающим динозавром? Пока никто не знает наверняка. Наиболее вероятно, что он проводил много времени возле рек и озер, отлично ловил крупную рыбу и обладал целым набором приспособлений к полуводному образу жизни. Он почти наверняка умел плавать. Но мог ли он активно преследовать добычу под водой, как крокодил или морская рептилия? Этот вопрос остается открытым. Спинозавр не просто гигантский хищник с парусом. Это динозавр, который разрушает привычные представления о том, какими могли быть древние животные. Иногда самые интересные открытия в палеонтологии – это не найденные ответы, а вопросы, на которые наука пока не может ответить. Именно поэтому, спустя более 100 лет после открытия, спинозавр остается самым загадочным хищником, когда-либо ходившим по Земле.